Мы в море. Вот такие вот виды у нас. Идем под парусом. Сушим белье. Такая она жизнь бродяцкая. Ловим рыбу. Тащим за собой целый тузик пресной воды. А еще ни за что не догадаетесь. Мы стираем белье. Ба-бам! Всем привет! Вы на канале Чайник под парусом. Сегодня у нас дошли руки, и мы решили рассказать вам о стиральной машине на лодке. Мечта любой хозяйки. О том, как мы ее искали, как мы ее устанавливали, о том, какие плюсы и минусы в процессе эксплуатации мы выявили, и о том, какие поломки с ней случились за год эксплуатации. Но мы же не жалеем, что выбрали именно эту модель. У нас, в принципе, и выбор не богат был, потому что у нас ничего другого в лодку не помещается. Выбирали мы долго и в конце концов нашли на Авито. Купили мы машину Deo Mini, купили топовую модель, но поскольку прежние ее владельцы во время установки сломали один кран, то решили, что жизнь машинки закончена, и они нам ее продали с 50% дисконтом, практически с 50%. Сколько это было? Где-то 18 тысяч рублей, да? Да, 18 тысяч рублей мы отдали за нее, в то время как на Яндексе она стоила 31. Значит, у машинки есть холодная стирка, несколько режимов горячей стирки, и главное, несмотря на свои мини-размеры, она позволяет включать режим сушки. Еще есть уникальный режим, называется освежение, что ли, да? Освежитель белья, освежение. да. Ну, то есть она просто пропаривает, она не стирает, а пропаривает белье горячим воздухом. Если у вас белье слежалось и появляется со временем какой-то такой неприятный запах, просто это сухое белье запихиваешь и достаешь, как будто оно только-только даже поглаженное, да, оно горячее. Даже несмотря на то, что машинка мини и рассчитана всего на 3,5 килограмма, у нас были большие сложности с подбором места для ее установки. Целый месяц мы искали место, куда бы ее установить. Мы пытались ее воткнуть даже в кают-компании, но жить в прачечной как-то не очень хотелось. Поэтому этот вариант мы все-таки отмели. Но все равно мы примеряли. Мы примеряли, да, но это надо показать. В конце концов, я предложил использовать в качестве места установки огромный носовой рундук, в котором без труда можно было поместить троих таких, как я. Что-то большое в этом рундуке хранить довольно сложно, потому что подлазить туда не очень удобно. А вот машинка туда встала замечательно. При этом она не отнимает жилое пространство на лодке. Лодка, в принципе, не так, чтобы сильно большая, 39 футов. И она там же, в рундуке, в принципе, не занимает места, поскольку все равно все вещи, которые там, в общем-то, могли лежать, они и так там помещают. Ну, возможно, не очень удобно туда лазить, запихивать, включать. Ну, это все терпимо. Это лучше, чем ходить искать прачечную, платить деньги и таскать белье туда-сюда, обратно. Не очень удобно. И еще и неизвестно, как ее там постирают. Даже, в принципе, в прачечных самообслуживании не всегда есть возможность выбрать должным образом порошок, режим стирки. То есть в некоторых используются свои порошки, и, в общем-то, у вас выбор не богат. Когда мы купили лодку, мы стояли в марине, и там была санитарная зона, и прачечная там была бесплатная. Причем это была хорошая прачечная, то есть можно было отлично постирать. Рядом стояла сушильная машина, можно было не только постирать, но и высушить белье. Да, естественно, со своим порошочком, какой ты сам захочешь. Да, но такое есть, к сожалению, далеко не в каждой марине, поэтому
Мы решили, что машинка на борту это совершенно не лишнее. Однажды мы ходили в платную прачечную на Канарах. Ну, надо было просто попробовать, как это. Белье постиралось не очень. Наша стирает лучше. Первая мысль, какую я преследовал, это как подвести воду. Значит, машинка расходует за цикл горячей стирки приблизительно 36 литров воды, 36-38 литров воды, в зависимости от загрузки бельем. Это вода на стирку и, собственно говоря, полоскание. Несколько циклов полоскания. Это не очень много, но учитывая, что на лодке суммарный запас воды всего 400 литров, в общем-то 10% на одну стирку это достаточно расточительно. Поэтому, несмотря на то, что сначала машинка была подключена к общему водопроводу лодки, впоследствии мы отключили машинку от водопровода и используем отдельные емкости, в которых мы возим воду техническую. На сегодня у нас порядка 150 литров технической воды, и мы не расходуем чистую воду из танков. Не менее сложной задачей была отвести грязную воду, то есть та, которая после стирки и полоскания. Дело в том, что машинка стоит ниже ватерлинии, немного ниже ватерлинии, но поскольку она мини, она не имеет откачного насоса. То есть вода из нее удаляется самотеком, а самотеком за борт выше ватерлинии попасть она не может. Поэтому пришлось покупать дополнительный насос, который включается в нужный момент времени и откачивает воду из машинки, помогает ей удалять воду. Основная сложность с этим насосом, как заставить этот насос включаться в нужный момент времени. Для того, чтобы установить стиральную машину, мы пошли в строительный магазин и купили самую дешевую сосновую рейку. Не помню, то ли 5, то ли 6 сантиметров квадратного 5 сечения. сантиметров сечения было. Разрезали ее на куски необходимой длины. Значит, основная сложность при установке этой рейки, во-первых, нужно было на достаточно тонкую переборку эти рейки закрепить так, чтобы они держали не только машинку, но и вибрацию. Вот. И при этом за переборкой находится водяной танк, чтобы, закручивая саморезы в переборку, чтобы не проткнуть этот водяной танк. Поэтому все размеры и длина саморезов очень тщательно вымерялась. Значит, саморезами мы притянули и еще приклеили очень прочным водостойким клеем для дополнительной прочности.
После того, как клей высох, мы эти рейки покрыли влагостойким лаком. Я художник. Да, я так и вижу. Да там особо внутри. В процессе примерок машинки мы пробовали установить ее предварительно, смотрели, будет ли открываться крышка, будет ли она закрываться, не будет ли за что-то задевать. Стала она там ровно идеально в этом рундуке. Через 3 месяца эксплуатации у нас на машинке стала высвечиваться ошибка 1Е. Значит, я долго не мог понять. Ошибка в расшифровке означает отсутствие воды. Воды отсутствия не могло быть, потому что мы питались на тот момент машинка питалась еще от общей водяной магистрали. В магистрали вода была, все было хорошо. Было непонятно, как могло такое произойти. Значит, после довольно длительного изучения возможных причин, я обнаружил, что на входе в машинку, непосредственно на окончании водяной магистрали, находится небольшой обратный клапан. И он же, этот клапан, выполняет роль миниатюрного фильтра. Там установлена очень мелкая сеточка, которая благополучно забилась. А поскольку сам этот фильтр имеет миниатюрные размеры, он не предназначен для фильтрации как таковой, он предназначен для того, чтобы защитить обратный клапан от возможного мусора. Вот эта сеточка благополучно забилась через 3 месяца эксплуатации, и машинка стала жаловаться на нехватку воды. Значит, после разборки, после того, что был найден этот клапан, разобран и промыт, ошибка пропала, и машинка стала работать как ни в чем не бывало. Ну, с тех пор эта ошибка
не появлялась. Спустя 3 месяца примерно машинка стала давать ошибку E1. Кто что может посоветовать, кто что знает по этому поводу. Пришлось разобрать машинку, снять блок соленоидов, чтобы добраться вот до этого фильтрика, который, судя по всему, забился. Сейчас мы его разберем и промоем. Как оказалось, тут хитрая конструкция. Кроме прокладочек, есть еще пара шариков, по всей видимости, выполняющих роль обратного клапана. Все это дело, конечно, немножко грязненькое. Вот теперь сеточка чистая. Вот что в этой сеточке было. Теперь мы этот фильтр собираем. И ставим на место. Вот. Теперь он нормально продувается. Стоит она вот здесь вот. В общем, она хитро так одевается. Потом весь этот блок нужно посадить на место. Что сделать не очень просто. Вот. Ура! Ну, в общем, сейчас я это дело на конца закручу. Вот так на свое место посажу. Потом закреплю этот фильтр, у него тоже свой кронштейник есть. И потом соберу машинку. Спустя примерно полгода эксплуатации я обнаружил, что стиральная машинка как-то подозрительно летает по отсеку, в котором она установлена. Я обнаружил, что из 4 гаек, которыми она прикручена к щиту, 3 полностью откручены и валяются уже внизу. Оставалась всего 1 гайка до падения машинки. Значит, машинку я прикрутил и на сей раз законтрил эти гайки, то есть самопроизвольное откручивание более уже невозможно. Кроме этого, у нас встала еще одна проблема. Это мы, значит, не могли сливать воду из машинки, поскольку она не имеет откачного насоса. Пришлось устанавливать внешний диафрагменный насос откачной, и было неясно. Гонять его постоянно очень не хотелось. А взять где-то сигнал управления в машинке не представлялось возможным. Потому что машинка не имела какого-то внешнего интерфейса для подключения насоса. Значит, выход из положения был найден довольно простой, но не самый удачный на тот момент времени. Значит, непосредственно на сливной клапан я установил микропереключатель. В момент открытия сливного клапана микропереключатель включает откачной насос, и тот начинает качать воду. И качает ее до того момента, пока сливной клапан вновь не закроется. После того, как сливной клапан закрывается, микропереключатель возвращается в исходное состояние, и насос откачной отключается на время закрытия клапана. Через год эксплуатации отказал вот этот вот узел. Это клапан сточных вод, которые выходят после стирки, после полоскания. Значит, клапан достаточно хитрый, и я вынужден его был дорабатывать с целью, чтобы можно было автоматически запускать откачную помпу, поскольку сточные воды откачиваются существенно выше ватерлинии, и, соответственно, сами они течь не могут. А в этой машинке отсутствует помпа.
Поэтому, значит, я установил вот такой вот микровыключатель вот сюда вот. И когда клапан открывается, то он своим движением приводил рычажок вот так вот, переключал его, и, соответственно, происходило включение помпы. Так вот, через год этот механизм перестал функционировать, потому что держался он на стяжечках, на честном слове, в принципе, это было вполне ожидаемо. Но на тот момент ничего лучшего я не придумал. Корейские инженера на славу потрудились над этим узлом и сделали его таким образом, что привязаться где-то там, как-то что-то закрепить практически невозможно. То есть нет такого места, куда можно было бы подлезть и что-то сделать безболезненно для узла. Но тем не менее выход я все-таки нашел. Значит, при помощи вот такого вот лобзика был выпилен вот такой вот такая чудная штучка деревянная. Значит, сейчас эту штучку я закреплю вот сюда вот. Вот она так плотненько встает. Замечательно. Посажу ее на клей и для надежности прикручу два вот таких вот маленьких саморезика, которые мне удалось накопать у себя. И уже к этой штучке я прикреплю с помощью, опять же, стяжек, но на сей раз это уже будет жесткое крепление, вот так вот этот вот выключатель. Таким образом, я надеюсь, что лет на 5, на 10 я забуду о проблеме этого микрика, который приводит откачную помпу, включает в нужный момент времени. И также ее выключает после окончания цикла откачки воды. Итак, вот я собрал этот узел. Вот так вот он выглядит в собранном виде. Сам выключатель сейчас стоит устойчиво очень. И я надеюсь, что как минимум несколько лет его положение не изменится. Вот так вот. Он никак не мешает работе клапана, но в то же время выполняет очень важную функцию. Хочу спросить, как думаете, сколько он проживет, сколько мне не придется лезть, снимать вот этот клапан и дорабатывать его? Еще одно открытие, которое мы сделали в процессе эксплуатации стиральной машины, тот, что в режиме сушки она потребляет просто безумное количество воды. То есть не считая тех 35-40 литров воды, которые она расходует на цикл стирки, примерно 130-150 литров воды она расходует на цикл сушки, что недопустимо много, учитывая, что емкость танков всего 400 литров. Чтобы как-то обойти эту проблему, я стал думать, что можно сделать. Изучая внутреннее устройство стиральной машины, я пришел к выводу, что вода, используемая для осушения, никак не контактирует ни с металлическими частями внутри машинки, ни тем более с бельем. Поэтому было принято решение установить дополнительный клапан и подключить к этому клапану забортную воду. Забортная вода у нас тоже под давлением, поэтому никаких дополнительных насосов нам не потребовалось. Потребовался только электромагнитный клапан. Значит, клапан был заказан на AliExpress, благополучно доставлен в Нидерланды, установлен в машинку, и теперь у нас процесс сушки осуществляется забортной водой. То есть мы не расходуем пресную воду для сушки. Вот. Значит, в процессе эксплуатации выяснилось, что никаких явных отрицательных эффектов не имеет. Белье высыхает точно так же, как и с пресной водой, и оно от этого не становится соленым или грязным. То есть сушка работает как и положено. Солнца достаточно, ну, можно сказать про энергетику. Значит, в процессе стирки горячей водой при 60 градусах
Стиральная машина расходует примерно 0,6 киловатт-часа электроэнергии. Для нас это не очень много. Мы в летний период получаем 5, а то и 6 киловатт-часов можем получить. Так что мы себе такую роскошь вполне можем позволить. Даже 2-3 цикла стирки. И плюс еще и бойлер закипятить можем. Так что ничего страшного. Вот. В процессе сушки машинка потребляет значительно больше. Порядка 1,5, даже, наверное, немного больше киловатт электроэнергии. Сушит она белье порядка 3-4 часов. Вот. Но в солнечный день, в принципе, в летний период это сделать совершенно несложно. Ну, в летний период можно вывесить и... Можно, но белье частенько сдувает, потом его приходится вылавливать. Поэтому лучше сушить машинки. Не было такого. У всех было. У нас же не у всех было. Ну мы же еще ни разу не Но ловили. мы же неправильные их смены, мы же не как все. Мы же чайники, нам не надо, чтобы у нас Нам не белье надо летало. вылавливать. Да. Ну да, мы не научились стирать белье в авоське, за борт бросая, как некоторые. Да. Белье в авоське мы стирать не хотим. Также мы не хотим стирать белье в ручных машинках всяких. То есть нам подавай автомат. Автомат вот поставили и используем. Спасибо, я рада. Мне очень удобно стирать в машинке белье. Как мы загружаем белье в машинку, мы вам показывать не станем. Потому что попом кверху. Да, загружать не очень удобно, скажем честно. Но это с лихвой компенсируется тем, что машинка не занимает жилое пространство. Машинка всегда готова к работе. И не нужно стирать белье вручную. И даже, в принципе, его можно не сушить. Машинка это может сделать сама. Да, и все наши гости очень удивляются. У вас там стиральная машинка? А когда мы ее включаем, у них широко раскрываются глаза. Итак, мы только что рассказали и показали вам о нашей жизни со стиральной машинкой на борту. Может быть, у вас есть какие-то замечания, может быть, вы можете предложить какие-то интересные идеи. Если нам они покажутся актуальными, мы постараемся их реализовать. Всем пока, пишите, подписывайтесь, до новых встреч. Сейчас скажу.